Так, всем приветствую. Ничего себе, какое получилось пламя-то, слушайте. Аж как-то это... Даже странно. Круто. Прямо не знаю. Смотрю на экран, прям тащусь. В общем, сегодня опять у костерка. Мы все сегодня собрались. Я вот пытаюсь как бы думать обо всем об этом. Ну, в общем, сейчас посмотреть, что обсуждают, скажем так, у нас в России. То есть складывается такое ощущение уже, что на Западе тренд поворачивается наконец-то. В самом-то деле, ну, как-то это было ожидаемо, что когда-то он должен все-таки повернуться. Ну, то есть я, по крайней мере, как-то этого ожидал, потому что этот конфликт, эта война, они как бы когда-то же должны были закончиться. Это было очевидно, это и говорили дискутеры на различных вот этих ток-шоу, не шок, а ток-шоу российских. Так, что-то я как-то не очень удачно сел. Надо сесть на пол. Поэтому, пока буду садиться, оно может немножко поддергаться. В общем, таким ключевым, наверное, событием или заявлением последний, ну, не знаю, вчера, наверное, оно было, я думаю. Кстати, я только сейчас, наверное, понял, это как раз случилось после уже двадцатки. То есть, как после встречи двадцатки, где не было ни Путина, ни Си Цзиньпина, китайского руководителя, ну и которые как бы показали этим западному цивилизованному миру. Оба! Ну все, теперь я очень классно прилег. Прям стало легче, а то у меня так ребро-то и не прошло. Еще. Ничего себе. Ничего себе. В общем, и вот сегодня транслировали, показывали аж пару, ну, я, наверное, не раз видел это, может, пару раз, как Зеленский сказал, что да, мы вот, как сказать, не будет счастливого конца, скажем так. То есть уже и Запад ему начал давать последние дни, вот были там всяческие там, скажем так, сигналы. И Зеленский там что-то пытался как это сказать-то, кочевряжиться. И, в общем, все это в итоге идет к логическому концу. Непонятно, на что все это рассчитывалось. То есть, такое ощущение, что на Западе-то все-таки, если они не дураки, то должны были понимать, что не может Россия проиграть в данном конфликте. И эскалация постоянная всего и вся, она, как сказать-то, только будет хуже всем. В первую очередь самому Западу. Потому что сейчас там происходит, как бы там и французов погнали, из того же Нигера. И как бы там какие-то такие глобальные стали происходить изменения. Что-то там сейчас в Генассамблее ООН было сообщение, я его не почитал, не дочитал сегодня. Надо читать на РИА Новости. Там, что больше, ну, то есть все изменится, и такого, ну, что было, уже не будет. Ну, давно пора, в самом-то деле, уже давно, вот, по-хорошему решать вопрос со штаб-квартирой.
с какими-то процедурами, чтобы не было вот этой зависимости от Запада. То есть он прыгает перед Западом, там пытается с этой зерновой сделкой как-то вопрос решить. А она-то, условия-то зависят именно от Запада, имеется в виду вот этой вот как бы клики, или как их назвать-то, кланы финансовые, Deep State, которые все это решают, и в итоге как бы, которые всю это заваривают, то, что сейчас заварено, скажем так. Ну и соответственно, как бы тепло пошло. Соответственно, ну да, я говорю, что тренд все-таки когда-то должен был измениться, потому что не знаю, зачем все это делалось со стороны Запада, то есть эскалация. Есть такое предположение, что оттуда ожидали, когда Россия, может быть, сдастся, испугается, пойдет на попятную, а в России, наоборот, ждали, когда изменится этот тренд. Потому что и на Западе же происходят какие-то события. Вот, например, сейчас произошли выборы в новых регионах, кстати, в прошедшие выходные. И сразу такая, как сказать-то, и вот как раз сейчас и двадцатка это как раз перед ними там собиралась. И вот Зеленский сейчас уже после этих выборов как раз, ну, очевидно, что там все состоялось. Выборы демократичные. Там даже какие-то люди с Запада были. Ну, понятно, что Запад-то особо, ну, вообще не посылал своих наблюдателей. Но все равно были люди с Запада. Ну, не знаю, там, может, с каких-то газет. Точно не знаю. Но факт, что они были. То есть они там что-то срепортировали. Высказались, что все нормально. Понятно, что регионы новоприсоединенные проголосовали за, ну, то есть проголосовали за, скажем так, кандидатов российских, пророссийских в составе России и так далее. Так что все идет. А, кстати, на Западе-то выборы-то ожидаются еще. И не факт, что они будут успешные для правящих классов, так называемых. Поэтому, ну, посмотрим. То есть, может быть, поэтому риторика начала уже все-таки меняться, скажем так, загодя до выборов, пока не поздно. В общем, ну и опять встает вопрос, про который я, в самом деле, уже как-то летом, по-моему, говорил, по поводу, скажем так, по поводу того, что мы будем делать после войны, после конфликта. Ну, во-первых, будет какая-то там, наверное, у нас какой-то передел будет все равно. То есть нужно будет какие-то правила все-таки установить и относительно Украины, и относительно просто в мире. Ну, это понятно. Ну, то же самое, что было после Второй мировой, в самом-то деле. Там же был заложен весь фундамент, на котором мир существовал практически до 2022 года. То есть пока они вот уже к концу начали постепенно эрозировать, разрушаться и так далее. Ну, а сейчас мы вот у этого корыта, которое мы сейчас имеем. В самом деле Россия использовала всю эту ситуацию, скажем так, в своих целях, там, для какой-то усиления своей мощи какой-то политической, скажем так, для развития своей экономики, там, для какой-то независимости экономического, ну и политической, соответственно. Для развития тоже армии. Сейчас армия совсем другая в России стала. То есть там пошел тренд такой очень мощный по беспилотникам. Прям реально мощный тренд. То есть что было в начале, вот, несравнимо и что сейчас уже пошло. Там хотят уже сейчас производить снова Т-80. Что, кстати, интересно, потому что как бы модель
Понятно, что это будет модернизированная модель, вот это БВМ, Т-80 БВМ. Ну, то есть это модернизированный БВ. Они уже, видимо, будут производить с нуля. Причем уже, так сказать, модернизированные танки. Поэтому понятно, что сейчас основное все-таки не инновационные проекты, а отработанные, модернизированные, там, отлаженные, хорошо зарекомендовавшие во время войны с газотурбинными двигателями, походу, они там очень себя хорошо проявляют. Их еще называют летающие танки, кстати. Ну, это так. Кроме этого еще, ну, то есть беспилотники, различные виды. Там и ударные сейчас там большие беспилотники развиваются, вот этот охотник. Поэтому ну, Россия это вообще-то прямо семимильными шагами двигается. Как бы, так вот посмотреть, деградации-то не видно. То есть все больше, больше, больше накручивается, ищут там. Сейчас вот начали выравнивать уже доходы, доходная часть бюджета, то есть был дефицит в первой половине, потом обвал рубля. Ну понятно, что это все было сделано как раз из-за этого, из-за дефицита бюджетного. И теперь там понятно, что экспортеры там, то есть там как-то все это связано, то есть используют вот этот большой экспорт, чтобы регулировать бюджет, скажем так, наполняемость бюджета. Это интересно на самом деле. Ну, то есть я точно не знаю, как это работает, но я просто ну, как бы чувствую, скажем так, предполагаю, что, потому что, ну, я вот предполагал, что когда рубль-то упал почти до 100 рублей за доллар, ну, сейчас он там немножко меньше, по-моему, 97, что ли, то тогда вот у меня было такое предположение, ну, и не только у меня, что это как раз было из-за того, что дефицит бюджета возник. Ну, то есть за счет вот этих экспортных доходов как-то это выравнивается. Каким образом, я не знаю, но понятно, что там вот эти экспортные деньги, то есть получаются, и каким-то образом они в экономику России попадают уже, скажем так, в более дорогом состоянии, и бюджет таким образом увеличивается. Ну, как мне это видится, то есть просто, ну, опять же, я говорю, что не очень понятен механизм, но, по-моему, так оно и есть. То есть, как бы, ну, вот этот маневр был совершен, там, я помню, сколько было критики правительства, то есть не правительства, а Центробанка, там какие-то начали вылазить информация, там, как это все устроено, что Центробанк, он вообще никому не подчиняется. Критика Набиуллина это же самое, то есть я вот почитал так, тоже так хотел про нее рассказать даже, как бы, а в итоге-то мы так смотрим, то есть Набиуллина тоже, кстати, под санкциями, но я специально интересовался, пытался понять, кто она такая. Ну, как бы и так смотрим, а все нормально на самом-то деле. Жизнь как была нормальная в России, спокойная, ну, по крайней мере, вот в сибирской части, скажем так. Так она как бы и продолжается, и обеспеченность нормальная, поэтому, ну, я имею в виду, что цены вообще, я вот вообще не вижу роста цен, ну, может быть, там немножечко выросло в магазинах, а так вот вообще нету роста, вообще никакого. Если сравнить с началом, когда это было в начале спецоперации, здесь доллар скакнул там до сотни, а цены нормально. И как бы так, ну не знаю, может быть это все потом в будущем отразится на ценах, но пока уже сколько прошло, ну лето-то уже прошло, сколько, месяца два-три, и нормально, то есть такой странный удивительный эффект, потому что ну как-то привыкли к тому, что когда падает рубль, то сразу это на инфляции оказывается, сказывается. Ну, в общем, объяснение да понятно, оно уже давно дано. Это из-за того, что Россия стала более независимой, то есть, ну, совсем, скажем так, довольно независимой. И от от этих мировых экономических кризисов и давлений уже ну, столько санкций было введено, поэтому и вот какая-то устойчивость
появилась. Так что, ну, вообще, костерок-то прям закончился, и прям, что делать? Так, по-хорошему, ну, конечно, надо бы как-то разворошить. Может быть, добавить. Что до конца мысль договорить все-таки, потому что там заново все это разводить. Сейчас пробуем. В общем, ладно, я сейчас костерчик немножко подразведу и продолжу. Закончу мысль по поводу того, что к чему я вообще вел. Ну, я, как обычно, мысль растеклась по древу и в экономику, и в рубль, и так далее. А мысль-то у меня определенно, то есть к чему я хотел привести. Так, ладно, перерыв.